Так, напомни, что там в первой главе это было? Ты не смотрел? Надо исправлять, иначе как ты будешь знать, почему этот парень братишка, почему его вообще 3 и что вообще здесь происходит? А, так ты смотрел. Ну ты не переживай, я уже приготовил тебе новые вопросы, например, какого черта у братишки из старого лагеря модная броня, $1 миллион на счету и витает флер хастлерства? Как он дошел до такой жизни? Что ж, это было совсем недавно. После отчета сильным дядям об успехах мне все-таки позволили войти в замок на аудиенцию к самому ему, Гомезу. Только достигнув успеха и заткнув стражи рот, братишка переступил порог дома баронов, как один из них, Равен, он же Ворон, вернул его на бренную землю. Братишка все еще грязь для местного олигархата, а значит на женщин даже не смотреть, батьке не перечить, отвечать твердо и четко, с долей придури, дабы начальство в неловкое положение не вводить. Я не первый день живу, все умею. Гомез человек серьезный и осознает свое положение даже лучше, чем оно есть на самом деле, поэтому строгим допросом выясняет, насколько я буду полезен. Собеседование пройдено, обмундирование выдано, теперь по обстановке. Рядом стоят два брата-акробата, Шрам и Арта, охранники стула с лидером старого лагеря, не располагающие какими-то серьезными знаниями, однако в ключевой момент готовые превысить содержание стали в крови до летальных концентраций. Кроме них, сытую жизнь контролирует Бартола, в одном лице и казначей, и сутенер, и дилер чистого болотника. Не заставило меня ждать и первое задание. Ворон хочет знать, что затевает братство любителей петрушки, и из всех в округе только я вхож в их окружение. Стучать не кули ворочать, так что справлюсь. Аналогичное задание новый братишка получил от Мордрага, ибо он сам заниматься этим с самого начала не планировал. Видишь? Я знал, что мне не придется заниматься этим самому. Побродил, посмотрел я и понял, что место это, прямо скажем, не бедное. Проверив, насколько охрана любит своих хозяев, я понял, что двери здесь существуют исключительно для вида, как и сами сторожа. Возможно, игра решила сломаться под натиском харизмы, но живем один раз, а тут, кстати, наметилось очень крупное дело. В таких условиях вход братишки именно в ту дверь стал только вопросом времени. Ряды сундуков, полки со всем, чем богато королевство, и неумолимая гоблинская натура. Все было как в тумане. Карманы рвались, а лут падал из дрожащих ручонок. Ничто не смогло спастись. Последняя отмычка поставила жирную точку приступа клептомании. Башня опустела. Все было кончено. Братишка стоял на вершине старого лагеря, смотрел вдаль, покуривая болотник, и понимал, что теперь перед ним раскинулась вся колония. Правда, знал пока об этом только он, но и этого было достаточно. Откуда, спрашиваешь, у меня деньги? Честным трудом заработано. Каждая копейка. На самом деле удивительная ситуация, которая меня даже пугает. Ведь в целом я мог провернуть такое и за новый лагерь, и это было бы даже логично, но я решил, что это все же перебор, и пусть это останется моей личной, единичной слабостью. А отдал ли я письмо магам огня? Да, отдал, но не спеши. В свое время. Ах да, а еще я все-таки отдал должок Буллету, я и забыл совсем. События в лагере сектантов тем временем начинают развиваться стремительно, в результате чего я получаю приглашение на прием у губернатора Санкт-Петербурга, Юбериона. Я тебя знаю. Я здесь! Отцу-настоятелю пригодились бы услуги такого ушлого парня, как братишка, но зачем? Оказывается, кроме неустанного курения смеси, для вызова спящего бога необходим еще и магический артефакт – Юнитор. 5 таких камней помогли создать барьер, в котором я имею честь жить, а одного должно вполне хватить для прямой линии в сонное царство. Юберион уже посылал туда того самого Нироса, который так и не вернулся. «Мальчик, плевать на послушника. Камень мне принеси, мы к Морфею летим». Предполагаемое местонахождение схрона смотрящий за болотом скинул мне на бумажный КПК, оттуда и стоит начать поиски. Радует, что старый гейминг впечатляет не только полуголыми мужиками, что очевидный плюс, но и не менее полуголыми женщинами. Да, Наталья, нам ли быть в печали? Идем! Ты не должен разговаривать со мной. Эта фраза – одно из свидетельств несовершенной тогда локализации проектов на наш отечественный язык. Я не уделил этому внимания раньше, пришло время исправляться. Одна из главных вишенок на торте готики – восхитительная, местами всратая и при этом миметичная в деталях озвучка. Как сторонник версии от Снежков, я целиком и полностью влюблен в голос Сергея Ченишвили в роли братишки. Но давай без срача в комментариях, да? Хотя бы сегодня. В Америке же игра не стала популярной в том числе
числе из-за плоской актерской игры на звуке, в то время как в России даже незначительным персонажам добавилась или глубина, или запоминаемость. If I gave you a certain amount of ore, would you let me in the castle? For a certain amount. How much? Well, it'd have to take a while to count the ore. So tell me, how much? 1,000 nuggets should be enough. 1,000 nuggets? Если бы я поделился с тобой своим запасом руды, ты бы позволил мне войти в замок? Своим запасом. Сколько? Но пересчет этой руды должен занять много времени. А поконкретней? 1000 кусков должно быть достаточно. 1000 кусков? May the sleeper enlighten you. Да просветит тебя спящий. Looking for people to support you, eh? If you want me to have a word with Diego about you, you need to do me a favor. Ищешь кого-нибудь, кто бы помог? А? Если ты хочешь, чтобы я замолвил за тебя словечко перед Диего, тебе придется немного помочь мне. I should say so. And I've even got a present for you. A better armor. Идол Исидра из лагеря сектантов таскает с собой болотника кусков на 400 руды, не меньше. Хочу, чтобы ты избавил его от этой тяжкой ноши. You know why you doubt them too? They're lying. With those lies, they try to control weak spirits. But your spirit is stronger than their lies. Don't you feel a longing for freedom every single day? Don't you feel it growing stronger? It guides your spirit. Let it happen. И ты знаешь, откуда берутся эти сомнения? Они все лгут. Ложь это дает власть над теми, кто слаб духом. Но твой дух намного сильнее этой лжи. Разве ты не ощущаешь стремление к свободе? Ежесекундно, ежечасно. Разве не чувствуешь ты, как день ото дня оно становится все сильнее? Как направляет оно твой дух? Освободи его! Шарм оставляют и косяки, как та же фраза Натальи и вообще любой девушки в колонии. Она вообще-то должна говорить о том, что им разговоры водить по социальному положению не разрешено, тихонько, чтобы по укладке не получить кулаком. Все-таки нравы здесь средневековые и тюремные. You're not allowed to talk to us. А на Руси сильная, хоть и подневольная, во всю душу куда-то зовет, сама себе противоречия. Все-таки разум человека потемки, а женщины так тем более. Впрочем, с ними связан еще один сегодня просто невозможный прикол. Во время разработки игры рекламное агентство F&P Marketing, нанятое издателем, провело конкурс готических девушек. И суть его сводилась к тому, что если прекрасная особа хочет получить свое игровое воплощение, то она должна была присылать свою фотографию по почте. В итоге куча дам направила свои фотокарточки, и часть из них попала в игру. Абсолютное безумие по нынешним меркам, а в то время я даже боюсь представить, какие фотографии присылали немецкие девушки. Ну и геймдев был, ни стыда, ни совести, ни ссылки. Пока Юберион наслаждается своей лучшей жизнью, брат вор бессовестно выставил окружающие сундуки. Давай без осуждений, хорошо? Я знаю, что дело это почти богохульное, но экономический разрыв между новым и старым лагерем надо как-то сокращать. Итак, работаем в поте лица. Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться. Но пора вернуться к делам. Новая глава обновила живность, а значит настало время с большими силами и блатной броней устроить нашу любимую с тобой забаву. Резня. Лес, я тебе скажу, тоже не так прост. Во-первых, даже здесь должны были быть механики. Смотри, например, волки могут напасть на кротокрысов, и помимо воровства у нас опыта, они еще и не будут на нас обращать внимание. В ранних версиях игры планировалась даже фича с отвлечением мясом, однако это все, что от нее осталось. А это, посмотри, полноценный царь леса Мракорис, который даже сейчас для меня серьезный противник. Ранние скрины на его примере рассказывали нам о продвинутой охоте с прятками, но и она до релиза не дожила. Кстати, я не говорил, но между делом успел выучить по книжкам без картинок, как отрывать у шершней жало, так что накопление капитала в ближайшее время ускорится. Он испарился. О, красиво-то как. Это башня тумана. Но о ней я тебе как-нибудь в другой раз расскажу, там просто легендарная штука есть. Мне все равно еще по долгу службы придется по всей колонии носиться, так что успеется. Тут вообще любой уголок может хранить свои тайны, главное не увлекаться их поисками. Дорога приключений сама приведет тебя куда нужно.
Только отряхнув руки от свежей крови, я встретил Нироса, который схрон уже обнаружил и хабаром делиться решительно отказался. К сожалению, ты опоздал. Я уже нашел его. Ну-ка, повтори еще разок. Мало того, по его словам, сам Спящий утвердил его как единственного истинного верующего. Такой взлет по карьерной лестнице Нирос воспринял слишком близко к сердцу, отчего все гуру и стражи были решительно посланы месить топи друг друга. Знаешь, мне и одного Юбериона было достаточно, так что отдай Юнитор и беги с Богом, роняя по дороге вишневый джем. Больше Нироса никто не видел. Возвращаюсь я, значит, обратно, и такая атмосфера долбит. Я очень люблю дождь в колонии. Он здесь какой-то очень натуральный, хотя в нем нет чего-то выдающегося даже на то время. Но для меня, чисто по ощущениям, он прямо сочный. Вайб как в реальности от него. Да и льет он только там, где должен, что иногда чудо даже для более современных игр. Вернулся к Юбериону, отдал камень и решил поинтересоваться, а что так, Нирос так от крестражи преисполнился? Оказывается, да, не только лишь все могут совладать с мощью Спящего. Для этого нужна практика, опыт и в целом мышление лидера. За труды настоятель подогнал амулет с барского плеча, правда, только если братишка из другого лагеря. Ну, оно и понятно. Еще бы Юберион своих подчиненных одаривал, нахлебников этих, ага. Разбираться с тем, как заставить камень платить налоги, будет Кор Галум, известный инспектор колонии. Юнитор, наконец-то. Если бы только у меня было достаточно слюны ползунов. Черт! Угадай, кто будет решать его проблемы? Ты получаешь ее не от меня. Ты получаешь задание от самого Спящего. Невероятно. Молчи, глупец. Все верно. Для этого братишка отправится в старую шахту, кромсать ползунов и выяснять, где находится их логово. Может быть, там и будет цистерна их слюней или что-то в этом духе. Я не могу сказать тебе, где и что ты должен искать. Но рядом с тобой будет незримо присутствовать Спящий. Да, мне сразу стало легче. Радует, что старый зельевар хотя бы в дорогу дает на выбор или эликсиры, мусор, учитывая мои запасы мяса, или свитки с магией света. И вот это действительно полезная штука. В самой шахте я тебе покажу насколько. Перекурив косячок за все хорошее, я двинул в путь. Правда, двинул как обычно. Ну ты понял. По дороге я не мог не прошвырнуться по старому лагерю, как минимум для продажи награбленного у баронов во внешнем круге. Я называю это товарооборот. Эй, ты! Что еще? Пришло время доказать, что мы на самом деле друзья. Всего 10 кусков руды. Что скажешь? Ты что, дурак, блядь? А вот послушник братишка в лагерь пришел не клювом щелкать, а по службе маленькой лошадкой. Еще на этапе найма Кор Галум снарядил мне куль с травой для гамеза. Да настолько добрый, что каждый встречный поперечный так и норовит им соблазниться. Благо служивые знают, что если начальник нервы не успокоит, им же потом это худо обернется. Главное, не пытайся отдать его сразу гамезу. Он разговаривать с челядью не любит, короче. Поэтому обмен болотника на руду я провел с Бартова. Посмотрел, чем богата советская власть, и был таков. В смысле, служба дальше повела. Теперь же в сторону нового лагеря. В дежурную часть поступило сообщение, что организованная преступная группировка занимается производством курительных смесей, не соответствующих государственным стандартам и не отмечаемых акцизной маркой. Группа быстрого реагирования получила приказ выяснить, что у них там происходит, и по мере необходимости принять соответствующие меры. Мы сбились с пути, так? Кор Галуму известно о вашей маленькой затее. Что? Почему ты здесь? Оперативному сотруднику доступна вилка между решением вопроса без суда на месте, что ранее я уже делал, запугиванием нерадивых предпринимателей тем, что скоро здесь будет вся оперчасть, или, скажем так, двойным профитом от решения проблем братства. Мне хотелось бы знать,
Оказалась ли эта информация полезной для тебя? Ах, вон оно что. И вот давай без вот этих оборотней в погонах, хорошо? Во-первых, ты оклад видел. А во-вторых, это и так тюрьма. Можно сказать, я уже понес достаточное наказание. Крутимся как можем, уничтожаем конфискованный товар. Что ж, долг перед лагерем выполнен. Полученный от дела адреналин пора выплеснуть. Куда бы ты думал? Конечно же, в местную фауну. Ну и как тебя теперь оттуда достать? Так, в одной из пещер я развалил просто тьму, я бы даже сказал мрак, сколько черных гоблинов, в награду за что получив кочергу. Кочергу, блин. Ладно, мне вообще-то нужно было в старую шахту. Что-то мне сказали найти. Про логово первым делом я решил узнать у главного. Ян-то точно знает, где зимуют ползуны. Но еще бы кто-то со мной делился информацией просто так. Сначала, браточек, найди мне шестерню для пресса, а там разберемся, на кой ляд тебе этот в смысле логово сдалось. И это краеугольный камень логичности и реалистичности местных заданий. Никто же тебе в реальности не говорит, да любой каприз, дружище, даже если видит тебя второй раз в жизни. Вот и здесь. Рука руку моет, ты мне, я тебе, работа не вот это нет, это не то. Ну ты понял. В поисках искомой приблуды я поинтересовался еще у товарищей стражей, может они знают, где мне искать то логово. Ну да, отправили бы тогда сюда, меня. Точно, не забудь еще прихлопнуть уже окончательно оставшихся ползунов и вырвать челюсти, я же их оставлял как раз для этого. Конечно, я лишил себя более ранней булавы и колечко на ловкость рук, но поверь, так надо. В одной из пещер и лежит та самая злополучная шестеренка, охраняемая целым косяком ползающих, и есть сразу два пути. Первый — это спуститься по лестнице и принять в спину парочку ударов, что для братишки из старого лагеря даже как-то смешно. Второй же мув нужен обладателям слабого тела, но крепкого ума. Ну или крепенького, не начинай, а. В любом случае, я меняю запчасть на информацию, как попасть в логово ползунов. Внизу есть охраняемая часть шахты, доступ к которой можно получить по волшебной, я бы даже сказал, сказочной фразе. Скажи ему, все будет нормально, так он будет знать, что это я дал тебе разрешение. Ты серьезно? Ребят, только не говорите мне, что никто не попытался ее открыть с этими словами. Это же бред. Ладно, дело ваше, если это сработает, то хорошо. По-моему, пресс уже починили. Да, когда нужно заставить кого-нибудь работать, мы делаем это быстро. Да что ты говоришь? Вы небось и запчасти сами нашли на него, да? Итак, момент истины. Аскхан, все будет в порядке. И прими наилучшие пожелания от Яна. Ну, если Ян берет ответственность на себя... Да вы тут бредите, что ли, все? Я же тебе даже не то сказал. Тебя зачем поставили лебедку охранять, дубина? Хорошо хоть, что этот уволень не забывает о безопасности. Без дополнительной бригады стражей он меня не пустит дальше, так что время снова использовать мои дипломатические способности. Двое стражей идут за спящего, без уговоров, а вот один из них явно не такой уж верующий. Без бутылочки снадобья он может и не пойти. Собрав всю бригаду, можно идти на забив и... Да, конечно, пусть весь мир подождет. Иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь. И... Только я открыл решетку, как на нас вывалилась куча ползунов, и самое важное здесь — это первым убежать в самую гущу, чтобы забрать как можно больше опыта. Учитывая, что нас тут 5, а у одного вообще есть волына, драка с ползунами больше похожа на добивание крипов из Доты 2 или ночную поножовщину за сосиски в общажной кухне. Ты хоть взял свет, как я сказал? Видишь, как светло с этой штукой над головой? Это все оно. Я считаю этот свиток одним из самых полезных в игре, потому что факел, как осветительный прибор, вполне хорош и добавляет атмосферы, конечно, но каждый раз, идя в бой, мне приходится его бросать, потом опять подбирать, бросать и подбирать, бросать и... Короче, удобнее. С ней я локомотив, стремительно несущийся навстречу лежащим на рельсах альту. Пещера ползунов, если честно, наводит жуть. Все эти местные трубки из каменных стен, тьма и грязные твари, даже какие-то капилляры. Ну и мерзость же, а все ради встречи с этой красоткой по своим меркам. Королева ползунов могла бы нанести урон, если бы успела. Так что теперь популяция их должна пойти на спад. Тем более, что я еще прихватил невылупленные яйца, наверняка голому такой подгон понравится. По крайней мере, друзья-травники рады такому повороту дела. Хозяин рудного прииска, понимая все выгоды отмены ползунов, даже ставит ящик пива за труды. Вот так бы сразу. Ты хорошо справился. Ты же вернешься? Я вернусь.
Он врал. Он не вернется. Теперь можно возвращаться к делам мирским, а по дороге я хотел бы показать тебе, насколько братишка из старого лагеря мощнее своих коллег. Те же самые охранники-кочерги двух других братьев пережевывают без труда. Ничего, я еще до них доберусь, а сейчас нашей команде по спасению колонии придется разделиться. Так, красноперый братишка по возвращению в старый лагерь за заслуги перед шахтой Яна может стать стражником, что дало бы мне больше уважения и, вероятно, позволило бы раскулачивать местных рудокопов, наращивая и без того солидный капитал, однако, понимаешь, в семье всегда должен быть, скажем так, маг. Мильтон, конечно, славный парень, но он каждый раз подчеркивает, что вот его взяли в ученики мага за большие заслуги перед баронами. Какая великая честь учиться у Кариста и какие малые шансы на это у меня. Как же приятно теперь утереть ему нос тем, что я тоже скоро стану магом, что верховный маг огня Кариста сам вызвал меня к себе. Что, схавал? Старец в красном и роскошном одеянии задает мне ряд вопросов на логику и преданность интересам магического сообщества. Гарри Поттера смотрел? Спрашиваешь. Какой факультет? Слизерин. А я вот, как видишь, Гриффиндор. Но это для вида, конечно. Подходишь. Пройдя ритуал, принеся клятву на верность народу огня и получив вступительные донаты от новых коллег, я еще получаю возможность учиться кругам магии и кастовать с каждым уровнем все более крутые вещи. В мире готики прикольная магия, и несмотря на то, что раньше я ей особенно не пользовался, кое-что рассказать я смогу. Как и везде, колдунства расходуют ману, которая восполняется сном, определенной едой и бутылками синей нюка-колы. Вот только одной маны недостаточно, чтобы быть крутым. Да, ты прав, есть свитки, для большинства которых можно просто взять и намагичить чего-нибудь эдакого. Но эта вещь одноразовая, а ты ведь хочешь, я знаю, жахать фокусами до конца времен. В этом магам помогают руны. Бесконечно используются и стоят соответствующе. Для них и нужно учить круги, и чем дальше в лес, тем жестче волшебство. Сами заклинания делятся на цвета, соответствующие своим направлениям. Вот они все, и если ты такой мамкин колдун, то можешь ознакомиться, но в целом все эти разметки чисто для вида. Скоро даже увидишь насколько. Но с ними же связана и лорная часть, узнать которую можно из умных книжек про магию. Так, давным-давно, в далеком-далеком нигде происходило целое ничего. Как вдруг появился Инос. Бог света и огня создал солнце, жизнь, человеков и жару плюс 40 в тени. Не знал Инос о кондиционерах, поэтому отделил он от себя Белиара, бога страданий, болезней и смерти. Тот создал ночь, чтобы хоть где-то было прохладно. Стали люди жить, кайфовать, но понравилось Иносу себя трогать. Разделился тогда он еще раз и создал Адоноса, бога знаний, труда и ресурсного состояния. Тот дал паяльник и сказал, куда совать его, чтобы дела делались. Иносу все понравилось, и пошел он отдыхать. Все-то было хорошо, да только не поклонялся никто Белиару. Спали все ночью после трудодней. И создал он тогда человека ночи, но и тут просчитался бог тьмы. И этот человек ночью спал. Тогда подумал он, да пропади оно все пропадом. Убил его и сказал, бойтесь меня, сволочи, я конченый. Так появился страх, и начали люди умирать. Этим трем богам и поклоняются люди в Харинисе. Ну как трем, вы уже поняли, да? Инос даровал людям возможность слышать его и говорить, творить магию разных калибров, что они с удовольствием делают и до сих пор. Правда, с самого начала не только лишь все могли водить беседы с Верховным Богом, но его и не сильно это расстраивало. Тогда злые люди вообще начали на магов гнать, подвергать гонениям и выписывать справки о шизофрении. И ладно гонения от церкви, так и внутри нее произошел раскол. Начали поклоняться люди
вроде Адонасу. Спустя кровь, месиво друг друга и сложение похабных анекдотов образовались маги огня и маги воды, которые существуют по сей день. Такие дела. Ладно, эти их руны-свиточки, это все очень весело и интересно, а какие дела у других братьев? А братишка-вор тоже газанул до своей альма-матер, где, на удивление, тоже уже в курсе о случившемся в шахте. Я только стесняюсь спросить, а откуда? Здесь тоже пришло время продвижения по службе и перехода с левой половинки Твикс на правую. Ли позвал в наемники. Разумеется, отказываться от предложений такого калибра неприлично. Ответь мне вот на какой вопрос. Почему ты решил присоединиться к нам, а не к старому лагерю или к лагерю братства? Как бы тебе так помягче сказать? Так что теперь я гордо могу зваться наемником, так сказать, вступил в ЧВК Blue Water. Броня, конечно, мое почтение, да, но тут как и в жизни. Все самое лучшее в ЧВК покупает боец сам и приходит уже обученным. Самое время подтянуть и стрелковую подготовку. Волк за звонкую руду учит меня быть мастером лучной стрельбы по живым мишеням, и уже в 100 метрах от лагеря я использую новые навыки по полной программе. Лук в готике имеет очень важную особенность, даже две, которые выгодно отличают его от других братьев по геймдеву. Во-первых, он целится сам, правда только по неподвижным или прямо бегущим мишеням. Никакого упреждения тут взять не получится. Но это компенсируется сразу же второй особенностью. Он стреляет буквально как винтовка. Перезарядки как таковой почти нет, стрела за стрелой, но и урон пока не впечатляет. Я никогда не пользовался луком как основным оружием, так что новый братишка в этом плане будет опытом даже для меня. Можно посчитать минусом неподвижность стрельбы. Ходить во время нее нельзя, что иногда может привести к казусам. Однако мне, как прирожденной крысе, луки в играх всегда нравились. Надеюсь, что и здесь с ним будет как минимум весело. Тем временем новый лагерь тоже перехватил в свои руки технологию производства кочерги, наперевес с которой я по старой памяти пришел к Диего, прокачав уже ловкость для урона лука. Там же в старом лагере я наконец-то забрал свои уже ферментированные 3 тарелки рагу. Вкуснятина. 2 братишки уже выбрали себе дальнейшую специализацию на оставшиеся главы. А что болотный? А он только отдал письмо магам огня. Да, я все время забывал это сделать. Заодно, а как это было-то? Мильтон, привратник храма и ученик Верховного Мага, сначала не совсем понял прикола. Письмо было адресовано некоему Ксардосу, покинувшему круг огня несколько лет назад, однако он все равно в припрыжку передал письмо Кариста лично в руки, отчего последний пришел в состояние крайней сатисфакции. Фу, какой неприятный этот маг. Как можно читать чужие письма? За службу курьером мне полагалась награда, правда не совсем та, о которой была речь. Ты можешь выбрать любую награду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь. Что ж, хорошо. Я возьму письмо. Вместо этого у меня есть выбор между кольцами силы и ловкости, в целом полезных, но не для моих уже полностью забитых ручек, свитками на магию, об их смысле я уже говорил, а также эссенцией духа, усиливающей ману перманентно. Я, конечно, не маг, но немного маны всегда пригодится, тем более, что это самый блатной подарок из предложенных. Не знаю, как ты, а я всегда пью его сразу. Выгода в опыте только в голове, и он на это никак не влияет. Правда, и сами характеристики, но всегда может увеличить не только этот эликсир. Наконец, вернувшись в лагерь цветения и курения, я порадовал старого алхимика свежими яичками, которым он был рад, конечно, но как-то не от всего сердца. А что насчет награды? Ах да, благодарю тебя. Я имел в виду нечто более материальное. Хорошо. Чего ты хочешь? В награду за риск здоровьем в ассортименте имеется еще один эликсир на ману и как раз эликсир на перманентный буст здоровья. Бесполезная для любого братишки руда, оружие, которое у нас уже есть, а также руна на кулак ветра. Я думаю, ты уже понял, что нужно брать, но на всякий здоровье или мана, если ты из чародеек. Надеюсь, ты не продал челюсти по дороге сюда, потому что здесь их можно выгодно сдать этому же немолодому и неприятному чму. За них он выдаст бутылочки-хилочки, не роскошный максимум, конечно, но крепкий базовый минимум. Однако даже заряженный юнитором и яйцами-голом как-то не торопится призывать своего сонного бога. Отчего же? А все просто. Он не умеет пользоваться юнитором. Купленный за казенные деньги у Кариста альманах по дороге гоп-стопнули у другого новичка, Талоса. Ты будешь смеяться, когда увидишь, кто именно. Пока маг зажигалок Зипа приобретал у местной ячейки
навыки импортные колдунства, болотный братишка получил честь стать стражем, носить сексуальную броню и владеть на приемлемом уровне двуручным оружием. Было бы здорово, если бы оно еще у меня было. Более пристойные доспехи, помимо донатов местной церкви, требуют еще и большего опыта. Причем в фигуральном смысле, послужить еще нужно. Так что придется пока пожить, как в тех старых мемах о прогрессии женской брони. Жаль только, что рубаху снять нельзя, для полной гачи достоверности. Итак, Талос. Тебе нужна моя помощь, а я готов тебе ее дать, но не за просто так, разумеется. У меня, конечно, есть выбор, как сильно содрать с нерадивого курьера деньги, совсем никак, умеренно или по расценкам рынка. Маг берет по полной таксе, он все-таки маг, а новый братишка по той же цене, но просто из-за врожденной жадности. Брату по лагерю я помогу, так и быть, дешевле. Все-таки общее дело делаем. По прибытии на место преступления потерпевший повторять травмирующий опыт мягко отказался, сославшись на недомогание и разразившуюся диарею, а оперативная группа приступила к зачистке гетто, получается. Да, и тут черные гоблины, то есть. Здесь же, в сражении на мосту, отчетливо видно, насколько магия моя пока не впечатляет даже мелких обрыганов. Как твердо и верно исполняет свои обязанности булава, а вот лук даже удивил, расстреляв первый оплот бандитизма даже без применения ближнего боя. Вау. Продвинувшись далее, группа захвата обезвредила несколько комнат с кишащими в них чумазыми разбойниками, вынесла все вещдоки и пресловутый альманах. Каково же было удивление оперативников, когда они увидели, что пещера была наполнена в том числе и предметами человеческого быта, свитками магии, бутылками пива. Дело приняло серьезный оборот, но было закрыто в связи с убийством подозреваемых. Вернувшись к лагерю, Талос идет и дальше бить баклуши за себя этого парня, а я же должен совершить последний марш-бросок по колонии в этой главе. Запив мясо крепким энергетиком, я на всех парах умчался в родные для нового и старого братишки лагеря. Явившись, каждый из них должен будет доложить начальству о продвижении травокуров к своей цели. В такие моменты вроде бы и скучновато, ты просто бежишь или скачешь как сайгак по колонии, а с другой стороны, дела недолгие, а места красивые. Стой! Ты знаешь правила. Пройти могут только рудокопы и воры. Уж не хочешь ли ты остановить меня? Нет. Ладно, иди. Кстати, забыл рассказать, но помимо дополнительных заданий за каждый лагерь, отличается еще и приветствие при встрече. Так, в старом лагере, кажется, царит культ личности, что намекает на одну страну, где тоже при встрече нужно было восхвалять одного конкретного лидера. Загомеза! 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 В болотном же лагере приветствие звучит прямо как будто я офисный клерк, а со мной хочет завести дружбу черный муджик в кожаном плаще. Проснись! И только в новом лагере все спокойно и привычно. Здорово, заебал. Наконец, расквитавшись с долгом стукача и получив неплохую прибавку к опыту, я вернул альманах его законному покупателю. Вот теперь Корголом наконец-то покидает свою каморку, впервые за долгое время услышав свежий воздух, чтобы совершить последние приготовления. Мне же осталось ждать ночи и балдеть, пока не пришло время явиться в назначенное место. Долгое ожидание подошло к концу. В своей неизмеримой силе спящий привел нас сюда, дабы мы стали свидетелями его пробуждения. Артефакт, явившийся нам в видении, направит нашу силу. Долгие годы ждали мы этой минуты. Объединим же наши силы, дабы ж спящий услышал наши мольбы. Да проснется спящий.
Мастер, что случилось? Да, мастер, что случилось? Что вы видели? Точно! Он хотел показать нам путь к свободе! Да что там? Может, путь к свободе? Тишина! Нет сомнений в том, что путь к свободе лежит через земли орков. Спящий указал нам место. Мы должны найти его. Неподалеку отсюда есть вход в пещеру орков. Там мы и начнем поиски. Да пребудет с нами Спящий. Что это значит? Мы должны убить этих монстров? Спящий не призывал вас на бой. Я пойду со стражами. Вы же будете молиться за нас.